Всем привет, с вами Вадик, и я вижу огромное количество людей, которые даже оплатив за курсы под 100 000, не могут освоить дизайн. Ну не получается у них. Вроде бы они рисуют сайты и приложения, но всем за километр видно, что это работы совсем начинающих. Ребят, у которых не было практики. Клиенты боятся доверять им свои задачи и обходят их стороной, даже не вникая в детали их выстраданного портфолио. В чем же дело? В этом коротком видео прямо сейчас я расскажу, что вам нужно делать, чтобы зарабатывать на дизайне. И попрактиковавшись пару месяцев, вы сможете искать уже достойную работу. Видео о том, как обучиться самостоятельно, но если вам нужен надзиратель с палкой, как Джеки Чану, в конце будет пара намеков. Итак, почему я говорю именно про UI/UX дизайн? Это самое востребованное и выгодное направление дизайна сейчас, и оно совершенно не связано со вкусовщиной. Те из вас, кто пробовал себя на бирже, возможно, знают коронный комментарий клиента, который бьет прямо наотмашь. «Мне не нравится» или по-простому «некрасиво». Мне это не нравится, я это не хочу. А что вы хотите? Чтобы нравилось? Частенько на этом вся работа и заканчивается. UI/UX дизайн максимально далек от понятия красоты. Более того, иногда дизайнеры специально делают некрасиво, неприятно, неаккуратно, чтобы вызвать определенные эмоции потребителя. Например, вызвать ощущение дешевизны интернет-магазина, где каждый работяга со скромным бюджетом сможет почувствовать себя королем. UI/UX дизайн разрабатывается на основе исследований. Количественных, например, опросов в интернете, и качественных. Это когда берут интервью у пользователя, прям садятся рядом с ним и смотрят, как он выполняет задания, что у него получается, а что нет, где основные проблемы. На мой взгляд, этот подход самый правильный и честный по отношению к пользователям. Например, пожилые люди не понимают, что по клику на бургер откроется меню. Они даже и слов таких не знают. И если сайт разрабатывается для максимально широкой аудитории, например, сайт госуслуг, дизайнер просто обязан рядом с бургером написать слово «меню», даже если ему это кажется лишним и некрасивым. Этот подход полностью противоположен художественному, когда непризнанный гений рисует как видит и пытается найти зрителя на свои работы. Поэтому UI/UX дизайн не требует вдохновения, не требует особых творческих порывов и спасения мира. Это ремесло, которому может научиться каждый. Если вам для создания сайта нужно вдохновение, то скорее всего вы выбрали неправильный путь, который рано или поздно закончится тупиком. Да, чуть не забыл, YouTube же тоже под угрозой, поэтому ссылка на мою тележку в описании. Переходи, там будет много полезного. Итак, шаг первый. Для изучения UI/UX дизайна надо еще раз для себя понять, что это такое. Слово дизайн в названии немного путает. По большей части это работа не творческая. Есть, конечно, фестивальные проекты, которые берут премии, но такие задачи очень редки, и как минимум половина таких работ — это дизайн ради дизайна, то есть концептуальные кейсы, которые потом никто не воплощает в жизнь. Прежде всего, UI/UX дизайнер делает так, чтобы пользователю было удобно. Идеальный UI/UX — это когда у пользователя вообще не возникает трудностей при использовании продукта. Но тут важно заметить, так или иначе интересы бизнеса, который платит вам зарплату, всегда важнее интересов пользователя. Клиент пришел со своей задачей, дизайнер должен к этому относиться с пониманием, с уважением. Поэтому иногда вам придется делать специальные, скажем так, препятствия, чтобы пользователь пошел по нужному пути и принял правильное решение. Например, крупные компании всегда прячут номер своего телефона, чтобы разгрузить колл-центр. Интернет-магазины убирают меню из раздела «Корзина», чтобы ничего не отвлекало пользователя от покупки. А всяческие букинги действуют на нервы и пугают тем, что номера в выбранном вами отеле разлетаются как горячие пирожки. Это все так называемый черный паттерн UX, который вам тоже придется освоить. Но вначале инструменты. Основной инструмент UI/UX дизайнера — это Figma. Figma — это просто дар богов, гениальнейшее изобретение, прекрасная программа и супер полезный инструмент. Но не буду скрывать, сейчас мир накрывает волна фигмофилии. Figma. Вы не ослышались. Вместо того, чтобы изучать Figma как программу для дизайна интерфейсов, люди сходят с ума и хотят повторять в ней классические эффекты из фотошопа. То, что другие дизайнеры делают в фотошопе за 10 минут, фигмолюбы будут делать часами и с помощью сторонних плагинов. И все равно это будет дешевая поделка. Например, классический эффект фотошопа с блюром, сила которого увеличивается к краям.
Зачем вам для этого Figma? Такую размывку будет проще нарисовать акварелью на бумаге. Точнее, так же сложно, как и в Figma. А вроде бы люди стали использовать компьютеры для упрощения своих задач. Не так ли? Но в любом случае, Figma вам понадобится. И тут сразу миллион вопросов. Как, где и насколько? Есть же какие-то разные уровни знания Figma. Но на самом деле все очень просто. Основные инструменты Figma — это прямоугольник для блоков и кнопок и текст. Все остальное — это как если бы велодоставщик стал бы разучивать трюки на своем велосипеде, вместо того, чтобы качать скорость доставки и знания города. Figma не предназначена для создания видеороликов с вашим интерфейсом. И что самое главное, это не нужно вашим клиентам. Не нужно в проектах за миллионы или в фестивальных работах. Это может быть вишенкой на торте, но не самим тортом. Заказчики прежде всего обратят внимание на аккуратность вашего интерфейса и следование определенным стандартам. Шаг второй. Изучение стандартов интерфейса. Тут очень важный момент, который всегда следует держать где-то на подкорке. Внимание! Пользователь заходит на ваш сайт или в приложение для того, чтобы решить свою задачу или на сленге боль. В отличие от вас, работающих днями и ночами над этим проектом, пользователь смотрит на ваш дизайн буквально несколько секунд. И самое важное для него – быстро узнать знакомые элементы управления. Тут все просто. Большинство пользователей привыкло либо к Google Material от Android, либо к дизайн-системе Apple. И они между собой очень похожи. Более того, пользователь считает красивым то, к чему привык. Научно доказано, что в процессе узнавания пользователь испытывает приятные эмоции. Простой пример – скеоморфизм. В тот момент, когда Apple от него отказалась, Appleоводы испытали настоящий шок, но быстро привыкли к минимализму и теперь считают его красивым. Из этого следует, что вы не можете просто взять и нарисовать круглую кнопку. Это сразу отразится на ее конверсии, пользователи будут меньше обращать на нее внимание и хуже кликать. Но это мы разберем чуть позже. Сейчас речь о пользовательском интерфейсе. Исходники обеих дизайн-систем есть в открытом доступе, и было бы логично основывать ваш дизайн на них. Ссылочки будут в описании. Но есть одно но. Они сделаны очень сложно, путем многократного вложения одних компонентов в другие. Это хорошо для больших и серьезных проектов, но для маленьких работ это перебор. Например, для смены иконки вам придется забираться в это дерево компонентов по самое не балуй. Поэтому для начала я бы советовал просто рисовать по скриншоту. Это очень простой совет, но почему-то большинство ему не следует и начинает изобретать велосипед. Сразу возникает вопрос, а не будет ли это считаться плагиатом? Но когда я говорю рисовать по скриншоту, я прежде всего имею в виду размеры кнопок и заголовков, отступы между ними, отступы от краев экрана, межбуквенное, межстрочное расстояние. Вот на чем вам следует набить руку. Кажется, что все это мелочи, но по ним можно безошибочно с первого взгляда определить сайт новичка. Новички склонны все сжимать и сваливать в кучу с минимальными отступами. Тренируйтесь на скриншотах, это был второй шаг. Но дальше остается самое важное, ради чего мы здесь собрались. UX — это пользовательский опыт. UX дизайнер этот опыт улучшает. Все очень просто. Например, вы хотите заказать пиццу. Заходите в приложение, а там нет цен, длинное описание, а виды пиц и размеры перемешаны в одном списке. Это очень плохой пользовательский опыт. Вы, скорее всего, уйдете в другое приложение, более удобное. Ваша задача, как UX-дизайнера, будет находить такие проблемные места и исправлять. Хорошие примеры UX-дизайна найти очень просто. Открывайте любое приложение, от Яндекс.Маркета до какого-нибудь онлайн-кинотеатра типа Иви. Люди работают над этими проектами годами, и у них все рассчитано до миллиметра. Если для вас пока все это очень сложно, есть и хорошая новость. На джуниор позиции вы будете заниматься только интерфейсом. UX — это уже следующая ступень. Конечно, вы можете все это изучать на курсах. Там расскажут все правила вроде внешнего и внутреннего, но ключ у вас уже в руках. Вы можете просто перерисовывать хорошие приложения со своим контентом. Этого вполне хватит на позицию junior. Если же у вас проблемы с самоорганизацией и нужен надзиратель, который заодно будет давать фидбэк по вашим работам, добро пожаловать на курсы. Полный список с ценами, как всегда, в описании. Ну и в заключении. Главная ошибка начинающих дизайнеров – это затягивать с обучением, а точнее даже с презентацией своего портфолио возможным заказчикам. Идеала достичь невозможно, да и он никому не нужен. Сделали 2-3 кейса и пробуйте искать работу.
Вам нужно просто много-много практики, много-много практики. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!